В доме престарелых «Радуга надежды» начали происходить странные события. Пожилые женщины одна за другой начинали жаловаться на головокружение, тошноту и боли в животе. Но когда медсестра Джейн провела ультразвуковое обследование у 80-летней Моники, она не могла поверить своим глазам. «Это плод», — дрожащим голосом произнесла Джейн, глядя на экран. «Вы уверены?» — спросила Моника, приложив ладонь к животу. «Абсолютно», — подтвердила Джейн, но на лице пожилой женщины не было шока, лишь тревожная задумчивость, словно она чего-то боялась. Джейн собиралась задать еще вопросы, но в комнату вбежала сиделка Мэдисон с другой пожилой женщиной, Грейс, которая плохо себя чувствовала. Симптомы были те же. Джейн, следуя интуиции, сделала ей УЗИ. На экране вновь появился плод. «Это уже не совпадение», — прошептала Джейн. «Что со мной?» — спросила Грейс. «Вы беременны», — прямо сказала Джейн. Грейс не вскрикнула и не рассмеялась. Она лишь напряглась и посмотрела в сторону, как будто знала больше, чем говорила. Когда Мэдисон предложила сообщить директору, пожилая женщина неожиданно схватила Джейн за руку с пугающей силой. «Нет, вы не имеете права никому рассказывать». Она ушла, оставив девушек в напряженной тишине. Что-то было не так. Эти женщины были не просто беременны. Они что-то скрывали. «Нам нужно разобраться самим», — сказала Мэдисон, и они начали наблюдение. Дом престарелых представлял собой старую усадьбу, разделенную на мужское и женское крыло. Контакт между жильцами происходил под присмотром, исключая возможность интимных связей. Камеры в помещениях отсутствовали из-за этики, но коридоры и холлы были под наблюдением. С разрешения охранника Джейн и Мэдисон получили доступ к архивам видеонаблюдения. Они искали любые аномалии и спустя пару часов заметили нечто странное. «Посмотри», — Джейн указала на экран. «Это мистер Клинтон?» На видео охранник, обычно работающий у ворот, шел по коридору женского крыла, следуя за Моникой. Вдвоем они скрылись за углом, ведущим к спальням. Через несколько минут Клинтон вышел обратно, поправляя форму. «Подозрительно», — нахмурилась Мэдисон. «Он вообще должен быть в отпуске, разве нет?» Они решили расспросить старшую сиделку Рэйчел, не раскрывая своих подозрений. «Мистер Клинтон? Он уже 3 месяца на больничном», — сказала Рэйчел. «У него грыжа. Иногда он навещает свою мать, миссис Роуз. Она тут живет». Джейн и Мэдисон переглянулись. «Его мать здесь?» — переспросила Джейн. «Уже несколько лет», — подтвердила Рэйчел. «Но если Клинтон на больничном, кто тогда был на видео?» В последующие дни Джейн все больше чувствовала. В доме престарелых происходит нечто пугающее. Беременности не были случайностью. Но что, если Клинтон вовсе не Клинтон? Или, хуже того, он не единственный? Что, если это эксперимент? Шептала она Мэдисон за ужином. Или нечто потустороннее? Тихо добавляла Джейн. Они начали следить за миссис Роуз. Женщина играла одну и ту же мелодию на пианино, словно загипнотизированная. Когда Джейн попыталась поговорить с ней, Роуз вдруг прервала музыку и холодно отвечала: «Они возвращаются. Мы дали им дом». Эти слова эхом остались у Джейн в голове. Что она имела в виду? В ту же ночь, просматривая видео заново, Джейн заметила еще одну деталь. После визита Клинтона к Монике в ее комнату заходила Роуз. Камеры не показывали, что происходило внутри, но потом обе женщины вышли. С удивительно синхронной походкой. «Думаешь, Роуз участвует в этом?» — спросила Мэдисон, и Джейн покачала головой, предложив продолжить расследование утром. Однако ночью Джейн проснулась от странного ощущения. Ее мобильный вибрировал. Это была Мэдисон. «Иди в холл. Роуз снова у пианино. Но она не одна». В пустом полутемном зале Джейн увидела их.
Несколько пожилых женщин стояли в кругу, держа руки на животах. Роуз играла словно в трансе. В центре круга стоял кто-то в форме охранника. Джейн сделала шаг вперед, и тогда мужчина обернулся. Это был Клинтон, но его глаза были черными. «Ты не должна была видеть это», — прошептал он. На следующее утро Джейн проснулась в своей койке. Все выглядело нормально, как будто ничего не было. Мэдисон сидела рядом, и как только Джейн открыла глаза, она спросила: «Ты помнишь?» «Помню», — кивнула Джейн. «Это точно не сон». Из страха они решили молчать, но знали, что радуга надежды скрывает больше, чем кажется. И эти беременности — только начало. Джейн и Мэдисон не могли поверить собственным глазам. Одна за другой пожилые женщины в доме престарелых беременели. Сначала Моника, потом еще 2. Они не могли объяснить, как это случилось. Одни утверждали, что не помнят, другие просто замыкались в себе. Было нечто тревожное в их взглядах, будто они что-то скрывали. Девушки пытались разобраться сами, но когда беременность была подтверждена у 4-й женщины, стало ясно — ситуация вышла из-под контроля. Они обратились к директору заведения. На экстренном собрании Элеонора строгая и сдержанная женщина объявила: «Это невозможно, но мы не можем игнорировать происходящее. Усиливаем охрану. Родственники только с проверкой. Наблюдение круглосуточно». 2 месяца была тишина. Никаких новых случаев. До того самого утра, когда Джейн вошла в смотровую к миссис Эшли. Та выглядела неспокойно, пот струился по ее лбу, хотя в комнате было прохладно. «УЗИ — это просто проверка», — мягко сказала Джейн. Но когда на экране появилось изображение плода, кровь застыла у нее в жилах. «Господи, вы беременны», — прошептала она. Эшли отреагировала так же, как и остальные, удивленно, отстраненно, слишком правильно. Что-то в ней было неестественным. Когда она резко встала и ударилась о стол, с ее руки слетел кусочек кожи. Искусственной. А под ним была гладкая, молодая кожа. Джейн замерла. Сердце бешено стучало в груди. Она подошла ближе и почти машинально стянула остатки маски. Перед ней стояла не старуха, а молодая женщина. Глаза Джейн расширились от ужаса, и она закричала: «Кто-нибудь! Помогите!» В комнату вбежала Мэдисон и другие сотрудники. Эшли, теперь уже совершенно другая, попыталась сбежать, но ее схватили. Джейн сдернула силиконовую маску с лица. Под ней была женщина не старше 30. Она рыдала: «Пожалуйста, не говорите им, они придут за мной». «Кто они?» — потребовала Джейн. «Почему ты притворяешься?» «Мы никогда не были старухами», — прошептала она. «Нас 5. Мы сбежали из тюрьмы. Это все маскарад. Они спрятали нас здесь, переодели, сделали документы. Наши мужчины все спланировали». У Джейн задрожали руки. Она набрала номер. «Алло, полиция! У нас срочная ситуация. Слишком сложная, чтобы объяснить. Просто приезжайте». Когда прибыли детективы, Эшли допрашивали прямо в смотровой. «Кто вы? Почему вы здесь?» — спросил детектив Мэнсфилд. Эшли призналась. Они нашли дыру в ограде тюрьмы, сбежали и их спрятали здесь, под видом старух. Маски, документы, отрепетированные манеры — жили как призраки. Но страх разоблачения давил. Она больше не могла молчать. «Остальные не знают, что я рассказала», — дрожащим голосом прошептала Эшли. «Если они узнают, убьют меня». «Мы защитим тебя», — пообещал детектив. «Но ты должна помочь нам поймать остальных». В ту же ночь всех фальшивых старушек задержали.
Маски срывались одна за другой. Кто-то плакал, кто-то кричал, кто-то пытался убежать. Но все было кончено. Сложнейшая схема рухнула. Их мужей быстро вычислили и арестовали за пособничество и подделку. Дом престарелых погрузился в шок. СМИ взорвались заголовками. Спустя недели Джейн и Мэдисон все еще обсуждали случившееся. «Если бы мне рассказали эту историю, я бы решила, что это сценарий дешевого триллера», — сказала Мэдисон. Джейн кивнула. «Но это не фильм. Это было здесь. Настоящая, жуткая правда. И в ту ночь они обе знали. Некоторые тайны слишком темные, чтобы их придумать. Но реальность, она всегда пронзает острее вымысла». Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.